путешествуем вместе с Али, у него последний день. Кирилл решил остаться в отеле немножко отдохнуть. Не хочет посмотреть с нами достопримечательности города Давао, поэтому вы проведете день с нами. Сейчас мы едем на джипне, маршрут называется Калинан, и хотим мы доехать до Eagle Center, посмотреть там ору. Где-то больше часа мы тряслись в джипне, и потом водитель сказал, где нам выйти. Встретили нас сразу же трасикой. Знают, куда ехать. Видимо, здесь очень это популярная достопримечательность, где туристы едут именно в центр Ору. Вот, стоимость человека 30 песо. Мы были так удивлены, что сначала даже не хотели садиться в транспорт. Показалось, что это 300 песо, а не 30. Таких цен, конечно, давно не было, потому что обычно говорят гораздо больше. Приехали мы к Орлиному центру. Здесь сразу же видим палаточки с сувенирами различными. Вот, например, смотрите, дуриановые тарталетки. Есть и не только дуриановые, также есть и со вкусом уби, и другие. Можно сразу же купить миксом. Не спрашивал по стоимости, сколько это? 3 пачки за 100 песо, то есть по 50 песо получается. Практически даром. Так, друзья, перед входом в Орлиный центр нужно заплатить также физ. Это местный налог. 10 песо составляет с 2 людей, то есть 5 песо с человека. Мы идем дальше гулять. Здесь очень много фруктов продают, так как по дороге к Орлиному центру было очень много ферм, в том числе ферма помело, дуриановые, мангустин. Смотри, какие мангустины здесь красивые, просто песня, да? Смотри, какие они ровные, большие. Да. Перед входом также продают много сувениров, снова связанные с дурианами, потому что Давао это фруктовая столица Филиппин. Али, кстати, купил себе помыло, и мы почистили, и это все вышло на 30 песо. Как тебе помыло? Ну, на самом деле у нас в России продаются побольше помело, они посочнее. То есть вот я не могу сказать, что это самый вкусный помело, который я ем. Ну, неплохо. По одной помыло сложно судить, да? Потому что но они здесь маленькие. Бывают разные. Разные они бывают. Мы видели большие, но они, конечно, не такие большие, как у нас в России. Они больше здесь похожи как на грейпфрут по размеру. Да. А у нас они прям большие. Но мы же не знаем, откуда они у нас импортируются. Видишь, есть маленькие, а есть уже вот побольше. Видишь? Тоже разного размера у них. Среди местных эта достопримечательность очень популярна. Все останавливаются, чтобы сфотографироваться даже с плакатом. Это единственный центр, где осеменяют орлов. И для них это прям действительно достояние. Кстати, эти орлы обитают около вулкана Апа, который здесь находится недалеко. И говорят, что филиппинский орел это один из самых крупных особей среди других орлов. Сейчас мы увидим все своими глазами. Сначала идем к кассе оплатить вход. Процесс покупки билетов у них всегда очень длительный, потому что они записывают все данные. А стоимость билета, как у нас на сайте у них указано, 300 песо для взрослых. В итоге нам обошлись билеты 300 песо всего лишь за 2 билета, то есть 150 песо с человека, потому что у нас были сертификаты о вакцинации. Не знаю, сколько у них будет действовать это промо, но считаю, что это очень выгодно. Здесь расположена у нас карта. В этом парке есть не только орлы, но еще и другие животные. Ну, я думаю, что увидим все своими глазами, но интереснее всего, конечно, смотреть на орлов. Смотрите, какая интересная плитка расположена в этом парке. Территория не очень большая. Погода сегодня очень жаркая. В тени деревьев, конечно же, приятно спрятаться и здесь прогуляться. Когда видишь такое предупреждение, становится немножко страшно. Как будто бы сейчас эти змеи будут ползать где-то под ногами. Немножко прошли вперед и дошли до водоема, где обитают крокодилы. Тяжело ему дышится в такую жару. Где-то должна быть сова. А, вон она, видите? Наверное, здесь не видно на этой камере. Ой, смотрите, орел, и он без клетки. Удобно, что орлы сидят на конструкции, без клетки. Можно подойти к ним поближе, понаблюдать за ними. Особенно вот за этой птицей хочется посмотреть. Пойдем поближе туда к ней. Читала где-то в информации справочной о том, что сейчас в этом центре 50 орлов, может быть уже больше, потому что они занимаются их разведением. И изначально эти птицы, они выросли в неволе. Мы были в нескольких парках подобного типа в Давао. Это был крокодиловый центр. Вот сейчас, находясь в вот этом центре орлов и имея возможность сравнить, первое, что бросается в глаза, это то, что здесь очень чисто.
несмотря на то, что здесь очень много именно вот этой живой природы, которая частично только модерируется людьми, потому что везде висят вот эти объявления: остерегайтесь змей, они находятся в своей естественной среде, вот, но тем не менее как-то умудряются здесь работники этого центра поддерживать чистоту, и здесь очень приятно находиться. Вот вы можете наблюдать еще замечательная флора и фауна здесь повсеместно. Еще, кстати, стоит отметить в сравнении с тем же крокодиловым парком, то, что здесь ты наслаждаешься еще тишиной и звуками природы, потому что когда ты гуляешь по крокодиловому парку, там постоянно играет музыка, шум, а здесь вот прям приятно погулять в тишине. Часть орлов находится в клетке, но они большие. Посмотрите, какая территория для одного орла. Вот это один из самых крупных особей, которых мы видели в этом парке. Согласно табличке, которую мы здесь видим, принят в парк был он в 2016 году, то есть уже более 6 лет находится на содержании этого заведения. Слушайте, на самом деле этот игл-центр совершенно не дает расслабиться простому обывателю. Обратите внимание на вот эту надпись. Здесь сказано, что осторожнее, может быть, на вас упадет дуриан. То есть можете себе представить, вот эта вот колючая махина упадет на голову. А высота, по моим оценкам, 5 метров. И там мы видим даже плоды дуриана. К сожалению, на камеру они не видны, потому что они еще совсем молодые. Но опасность такая существует. И это еще с учетом того, что здесь через одно дерево висят объявления о том, что осторожно, змеи. И ты даже не знаешь, куда смотреть. Вниз, чтобы не укусила змея, или вверх, чтобы не упал на голову дуриан. Посмотрите только на этих красавчиков. Возможно, вам, конечно, не видно. Но вот на ветке сейчас сидят два огромных орла. Они под куполом, поэтому вылететь они просто так не могут. Но содержатся они в очень хороших условиях. Обратите внимание, вот здесь вот таблички с именами крупных компаний филиппинских и корпораций. Каждая из них взяла шефство над одним из животных, которые здесь проживали. Вот мы проходили большой орел по имени Зевс, другой орел по имени Лиза, и каждая из этих компаний взяла на поруки это животное и как бы является за него ответственным. По сути, это небольшая пиар-акция, но с одной стороны это небольшая денежка центру, а с другой стороны хороший пиар-ход для компаний, которые в это вложились. Посмотрите, известная здесь компания, Вайнбанк мы часто видим на Филиппинах, Shell, это заправка, да, получается, Cebu Pacific, авиаперелетами занимается, и другие известные компании. Не знаю, видно на камере или нет, но также здесь есть мартышки. Они содержатся практически в природе, то есть у них нет никакой клетки, только вот есть заборчик такой, чтобы люди к ним не проходили, потому что, скорее всего, они дикие и могут быть опасны для человека, могут укусить. Так, развлекаются, прыгают, лазают по деревьям. Наша версия была с Томой правильная относительно того, откуда появляются надписи на этих камнях с именами и датами. Пожертвование можно сделать, оно стоит 1000 песо, и ваше имя навсегда войдет в историю данного парка. Вы увековечите свое имя в камне, и если станете успешным и известным человеком, сюда отдельные экскурсии будут водить, чтобы показать, вот между прочим, Иван Иванович здесь был и оставил здесь свой автограф. Сейчас зашли в один из магазинов, здесь даже можно попробовать дуриановый кофе, дуриан карамель латте, дуриан кофе-мока. То есть, видимо, добавляют сиропчик, либо можно попробовать дуриановый шейк. Здесь еще продают конфеты, алипопроводных конфет, как и я. Да, слушайте, очень вкусно. Она, если честно, конечно, далека от вкуса реального дуриана, но за счет того, как они добавляют различные специи, ингредиенты, сахар, она просто очень вкусная. Поэтому я возьму. Здесь может не быть не нарисован дуриан, но все равно вкусно. Кстати, смотри, сушеный дуриан. Фантастика, конечно. Прикольные. Всякие здесь пирожки еще делают, булочки. Кофе можно приобрести с дурианом. Здесь есть различные кофе. Дуриан капучино, например, стоит 195 песо. Он, конечно, дороже, но получается, что здесь добавляют дуриановый сироп. Я видела просто, как делали уже кофе. Вроде бы, говорят, вкусно. Те, кто пробовал. Просто это практически в 2 раза дороже, чем средний капучино по Давау, да. Да, это с дурианом. Взяли капучино с дурианом. И это какой-то уникальный, конечно, вкус, потому что сюда в капучино они добавляют кусочки дуриана, он такой горяченький, и
даже непонятно, вроде как и десерт, а вроде как и кофе. Еще раз попробую. Блин, это реально вкусно. Короче, Али, который несколько дней назад сказал, что дуриан просто пахнет луком, но потом мы так закормили Али дуриану, что он теперь говорит, что это очень вкусно. Уже и дуриан сегодня поел, и что мы еще пробовали? Конфетки ему понравились, теперь кофе. Добро пожаловать в команду дуриана-любителей. Мы уже во втором магазине. Тоже здесь различные дуриановые продукты, также принадлежит семье. Он поменьше, здесь нету кафе, где делают кофе, но тоже вот есть различные конфетки, кусочки дуриана сушеные, есть паста, вот смотрите. Так, а покажи джем, пожалуйста. Потому что, мне кажется, знаешь, такое здесь уникальное. До этого мы в том магазине не видели. Вот такой вот джем, вот так он выглядит. Судя по консистенции, достаточно густой. Ну, надо брать, наверное. Надо сказать, что цены здесь на самом деле невысокие. Если сравнивать, например, с сувенирными магазинами Таиланда, здесь все это, ну, во много раз дешевле. Друзья, мы уже, не знаю, в третьем там, или в четвертом магазине. Посмотрите на эти пакеты Али. Мне кажется, план выполнен, да? В покупке сувениров. Да. Ну, хочется же не только самому попробовать и домашним раздать. Хочется более широко охватить этот замечательный фестиваль дурианного мастерства. Вот, поэтому я взял чуть больше, чем мы съедим. Все, сейчас мы отправляемся на ужин. Друзья, у нас сегодня последний вечер и ужин с Али, поэтому мы тут разгулялись, заказали ему различные филиппинской кухни, чтобы наконец-таки попробовал локальные блюда. К нам присоединился Кирилл, также, который делает это видео. Да, друзья, я с вами, Али с нами. Мы в полном комплекте, но сегодня у нас последний вечер с нашим другом. Будем пробовать местную кухню. Для меня, как для любителя баклажанов, для настоящего, вот это блюдо, конечно, интересная затея. Это баклажан, они его, видимо, специальным молоточком размяли и залили яичком. То есть это целиковый баклажан, как вы видите, вот здесь вот осталось вот его изначально ботва. Вот, а все это такой вот интересный стейк практически. Баклажанная отбивная. Да, все правильно. Ну, сейчас попробуем этот баклажанный бифштекс. Слушайте, на самом деле, если бы не вот эта подсказка в виде хвостика баклажанного, я бы подумал, что это кабачок. Знаете, бывает, вот кабачки в кляре жарят, вкус один такой же. Ну, вкусно. Суп очень насыщенный, потому что он приготовлен на различных травах. Например, основная из них это лимонграсс, также здесь добавлен имбирь. Ну и в основном здесь, конечно же, ракушки. Местная закуска кинилау. Это что-то типа севиче, как в Южной Америке или в Испании. Основной ингредиент здесь рыбка свежая, приготовлена здесь с огурчиком, перчиком чили, лучком и редькой дайгон. Вкусный маринад, знаете, бывает иногда кислый, но здесь это блюдо приготовлено идеально. Ну что ж, меня давно не было в кадре, поэтому врываюсь на ужин со вкусными блюдами. Пробуем для начала говядинку. Очень мягенько. И соус такой интересный, с перчиком. Наверное, я еще немножко проголодался. Говядинка прям очень-очень вкусная. Здесь она еще с овощами, грибочками. В какой-то приправе. Макароны, макарошки. Это блюдо подается с курицей, поэтому сначала попробуем макарошки. Неплохо. Неплохо, очень вкусненькие, сладенькие такие, очень хорошие. Ну, очень хорошенькие, не разваренные. Я прям действительно как будто проголодался. Ну, кусочек курочки. Да, все мягенько, вкусно. Ну, и на тарелке у меня, конечно же, помимо говядины, курица, еще и рыба. Вот такой у меня сегодня микс. То самое кинилау, который до этого пробовал Тома. Тоже попробуем. Не дурно. Такие крупные
крупные кубики рыбы, вкусный маринад. Слушайте, знаете, курочка, она всегда не помешает столу. Как на любом филиппинском столе есть рис, так и обязательно будет курица. Потому что это, считаю, основные ингредиенты любого рациона типичного филиппинца. Неплохие познания у тебя, конечно, о филиппинской кухне за неделю, блестящие. Пока мы здесь находимся, мы тоже мимикрируем под местных жителей, чтобы нас не вычислили. Вот, ну, все попробуем. Слушайте, классическая курочка в соевом соусе, но Адоба называется. бесподобно, да. Бесподоба. Да. Но что интересно, текстура мяса, она немножечко отличается от того бройлерного мяса, которое мы едим в России. Потому что здесь, ну, они местные куры, и они их выращивают по-своему на своих каких-то там зернах или я не знаю какой комбикорм. Мясо чуть-чуть более жесткое, но от этого не менее вкусно. Слушайте, ну если курочка это что-то обыденное для нашего пребывания, то вот этот вот шейк, он произвел на меня колоссальное впечатление, надо сказать. Потому что, вот вы думаете, зеленого цвета он почему? Потому что там, да ничего подобного. Там на самом деле великолепный авокадо с таким, знаете ли, ореховым привкусом. Поэтому, если не знать, что это авокадо, сразу не догадаешься. Но мы очень благодарны официанту, который порекомендовал взять не вот это вот избитое манго или, вот, ну, что вы знаете из тропических фруктов, а именно авокадо. Я в восторге. Конечно же, еще обязательное блюдо в местном ресторане – это морепродукты и в особенности креветки, потому что здесь они недорогие и можно пробовать. Приготовлены они здесь в интересном соусе, и который я даже не могу определить, что-то арахисовое, мне кажется. Я, кстати, дала еще Али попробовать креветки. Ты думаешь, это арахисовое, да? Да, мне кажется, это арахис. Знаете, такой кляр, вроде нестандартный, но какую-то тяжесть ему дает, что-то жирность, но не масляную. Поэтому арахис – это самая ходовая версия. Попробуем морской виноград. Я пробовала недавно на морской экскурсии, но совсем небольшой кусочек. Не знаю, как правильно его едят, вместе с этой веточкой без. Весьма интересно, похоже на просто как будто ешь маленькие корнишончики. Хочу немного вам рассказать о ценах, об ассортименте данного ресторана. Здесь есть и закуски, салаты, но, в принципе, многие блюда мы сегодня пробовали, не все надоели, но многие пробовали. Если говорить о ценах, то они примерно от 200 до 300 песо, то есть, ну, может быть, чуть выше среднего именно для локальных блюд. А так, в целом, по Давао они весьма средние. Вот. Что отметить стоит? Не знаю. Ну, давайте, вот, допустим, расскажу. Вот кинелау, да, вот мы пробовали, рыбка. 290, это в маринаде. Потом что мы еще пробовали? Мы пробовали... Говядину перечную. Говядину не могу найти, а вот чикен адобо, курочку мы пробовали, тоже 290 стоит. Вот. Ну, в общем, цены приятные, напитки и еда вкусные. Мы немножко запутались в этом меню и вместо десерта заказали себе теплый салат с курицей и ананасами. Вот так вот он выглядит, интересно. Ну, чисто закусочка на новогодний стол. Аккуратно украшено все фигуристыми огурцами. Сам соус йогуртово какой-то сливочный. Морковка так вот небрежно порезана крупными кусочками. А сама курочка, она в кляре обжаренная. Взяли клеек с собой, потому что мы уже спешим, потому что у Али скоро самолет. Поэтому, ребята, мы с вами прощаемся. Если у вас остались какие-либо вопросы по Филиппинам, обязательно пишите их в комментариях. Все, прощаемся с Али. Пока-пока. До свидания. Надеюсь, еще увидимся в другой стране с тобой. Будем путешествовать вместе. Как минимум в России, надеюсь. Да, рано или поздно. Всем пока, друзья.